Если ваш муж как ребенок, то вы, конечно, с ним намучаетесь, потому что отношения взрослых людей предполагают ответственность, а дети, как правило, безответственны. Поговорим про это в этом видео. Я дам вам несколько рекомендаций, что же делать в такой ситуации. Также помогу вам понять, что на самом деле является детским поведением, а что вам, может быть, только кажется, что он как ребенок, в какие моменты. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале про отношения. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. И я прошу вас, поставьте лайк этому видео, чтобы оно распространялось на YouTube более активно. Начнем с того, как же определить это детское поведение. Первое – это безответственность. Когда вы договариваетесь о чем-то, а он не делает. Вообще-то не сделать что-то – это абсолютно нормально. И взрослые люди тоже могут себе это позволить. Вопрос, как человек ведет себя после этого и как он с вами разговаривает. То есть ответы вроде как «я забыл», «я не был должен» или спихивать вину на вас, «тебе кажется», «да нет, мы не договаривались», уводить глаза в сторону, то есть избегание прямого контакта, прямого, честного, открытого разговора и невозможность сказать прямо, честно и искренне, что, например, «извини, я просто забыл, да, как-то нехорошо получилось, в следующий раз обязательно сделаю», или «ой, я забыл, да, надо пойти и сделать», или «ты знаешь, я не смог, вот там случилось то-то и то-то, давай изменим нашу договоренность, я все-таки это сделаю». Так отвечают взрослые. Дети отвечают по-другому. Дети капризничают, отмалчиваются, врут, что не было таких договоренностей, что они не должны были. Или, самое распространенное, начинают объяснять, что это не они ответственны за то, что они не сделали, а это все обстоятельства вокруг. Знаете, самый частый пример на эту тему, когда работник приходит на работу и опаздывает, и работодатель спрашивает его или говорит недовольно, ты снова опоздал, и он начинает рассказывать, что пробки, плохая погода, вот все виновато, все обстоятельства, все люди вокруг, а я не виноват. Вот попробуйте перенести этот пример на вашу семейную жизнь, и если ваш муж делает похожим образом, то да, это признак детского поведения. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы замечаете, что ваш муж ведет себя как ребенок. Приведите какую-то конкретную ситуацию в пример, и зрителям этого видео будет полезно, и вы тоже сможете прочитать комментарии других людей и посмотреть, а как это бывает в других семьях. Ну а самое главное, что же с этим делать? Даю ответ на этот вопрос. Итак, первое. Пожалуйста, не считайте из-за этого вашего мужа каким-то немощным инфантилом. На самом деле абсолютно каждому человеку свойственно проваливаться в детское поведение. Внутри каждого из нас с вами живет детская часть. И замечательно, когда она просыпается во что-то классное, в творчество, в побаловаться, побеситься, насладиться чем-то от души, потанцевать, повеселиться. Это хорошо. Но из этого же самого места, откуда мы делаем эти прекрасные действия, появляется и такое негативное поведение, как не брать ответственность за какие-то дела, не решать какие-то проблемы. Поэтому поймите, пожалуйста, место одно и то же, не надо его полностью искоренять. Надо понять, что же вашему мужу мешает на самом деле в моментах ответственности, договоренности не впадать в этого маленького мальчика-ребенка, а действовать и говорить с вами из позиции взрослого мужчины. Первый фактор, который может здесь влиять очень сильно, это вы сами. Из какого вашего внутреннего состояния, внутреннего места вы с ним в этот момент разговариваете. Если вы разговариваете из позиции взрослый-взрослый, равные, то он не сможет особо долго-то впадать в ребенка. Ему придется выйти из этого ребенка, либо просто разговор вообще не состоится. Обычно, если муж часто ведет себя как ребенок, это значит, что жена часто ведет себя как мама. Что делает мама? Она ответственна за жизнь своего ребенка. Она постоянно его нравоучает, опекает, заботится о нем, не как равные. Хочешь чай? Я тебе предложила чай. Ты можешь не хотеть. Ты отказываешься, если мы равные, я уважаю твой выбор. А если мама предлагает ребенку чай? Мама тоже, конечно, может так делать, но как часто делают мамы? Хочешь чай? Нет, не хочу. Да ну ты что? Чай вкусный, полезный, из ромашки. Или я сегодня купила такой классный, возьми попробуй. Мама начинает навязывать. Матери очень часто что-то навязывают. В отношениях матери и ребенка это навязывание бывает очень полезным, оно нужно. Не всегда, но часто. В отношениях мужа и жены навязывание вредит, потому что если жена что-то навязывает мужу, муж впадает в ребенка. И наоборот бывает, если муж что-то навязывает жене, жена часто
впадает в ребенка, сама не замечая того. Итак, задание вам на сегодня. Подумайте, повспоминайте, а не бывает ли так, что вы ведете себя как мама? Еще один частый пример поведения жены как мамки, когда она очень сильно беспокоится о том, а какую рубашку одел ее муж, а какая у него майка, а чистые ли у него носки. Вот это мамское поведение. Или когда она вмешивается в его дела, или говорит: с этим общайся, а с тем не общайся, он мне не нравится. Замечали ли вы за собой такое? Я знаю, что очень сложно признаваться в своих каких-то недостатках, поэтому прошу вас, не воспринимайте все это как недостаток. Не бывает идеальных людей и не бывает идеальных отношений. Все, что проявляется негативное в нас или в нашем поведении, оно всегда для чего-то нужно. Все негативное основывается на задаче помочь нам в чем-то. Если ваш муж впадает в ребенка или вы впадаете в мамку, у этого есть какая-то польза. Нужно просто научиться вот эту задачу, которую мы прикрываем этим поведением, мы, люди, прикрывать ее каким-то более другим, эффективным поведением. Но ни в коем случае не надо критиковать себя за что-то или вашего мужа за что-то. И вообще я вас призываю, пожалуйста, замечайте больше хорошее в вас самих и в ваших близких. Вы даете туда внимание, и все, куда вы даете внимание, оно развивается. Если вы будете замечать больше недостатки, эти недостатки будут становиться все глубже, мощнее, сильнее, они будут укореняться как в вас, так и в вашем любимом мужчине. И фактор номер 2, почему мужчина может так делать. Когда мы взрослые впадаем в детей, на самом деле за этим стоит какой-то страх. Когда нам страшно, наш внутренний ребенок откликается, который есть у всех, откликается: мне страшно, и начинает вот это активное детское поведение. Если вы поймете, наблюдая со стороны, чего именно в этот момент боится ваш мужчина, и поможете ему, дадите ему поддержку, не в смысле я сейчас, баба-конь, пойду все твои проблемы решу, или братан, не страшно, сейчас все уладим. Поддержите его просто находясь с ним рядом и помогая ему соприкоснуться с этим страхом, помочь ему легализировать этот страх. Сейчас попробую сказать проще. Знаете, когда ребенок чего-то боится, если ему вдруг страшно по каким-то причинам, нельзя еще и сказать об этом страхе своей маме, например, или папе, то ребенку будет страшно вдвойне, он будет напрягаться вдвойне. Когда ребенок может часто сказать: мам, я боюсь этого паука, он такой страшный. А какие варианты? Как может мама ответить? Мама может сказать: да фигня это все, не бойся, пауки не кусаются. Она обесценила его страх. А может сказать: да, этот паук тебе сейчас страшный, понимаю. Смотри, я не боюсь, хочешь вместе подойдем, попробуем постоять с ним рядом, проверить, что он не кусается. Вот именно второй вариант является вариантом поддержки. Вот таким же образом нужно и с вашим мужем быть, когда он впадает в ребенка. Он накосячил, что-то сделал не так, что-то пообещал, не сделал, или там не заботится о вашем финансовом положении, не ищет новую работу, которую нужно бы найти. Если в этот момент вы будете его пинать, толкать, что делают мамки, или говорить, что да все это фигня, все нормально, обесценивать его страх, он будет еще больше попадать в своего внутреннего ребенка. Если же вы в этот момент скажете: слушай, кажется, это сложно тебе, да? Кажется сложно. Или слушай, кажется, ты забыл. Да ладно, все мы живые люди, бывают. Давай договоримся все-таки, надо же дело-то сделать. Видите, я таким образом, этими словами призываю человека, с кем я разговариваю, вернуться во взрослое состояние. Поэтому помните, от вас в контакте с вашим мужчиной зависит тоже очень многое. Поэтому постарайтесь узнать про отношения как можно больше информации, чтобы понимать, как это вообще работает. От вас, правда, многое зависит. Вы многое можете изменить в лучшую сторону. Если вы еще не проходили бесплатную первую ступень моих курсов про отношения, то обязательно сделайте это. Там вы узнаете про 19 самых распространенных ошибок в отношениях, сможете продиагностировать, что вы делаете не так, что он делает не так, как вообще с этим быть, и исправить то, что в ваших отношениях сегодня причиняет вам больше дискомфорта, чем радости. Ссылка на регистрацию внизу под этим видео. Регистрируйтесь и смотрите прямо сейчас.